Я больше не покупаю паштет в магазине, потому что не уверен в его составе. Готовлю его дома, а заодно делюсь со своими зрителями простым рецептом. Всем привет! Досмотрите ролик до конца и убедитесь, что ничего сложного в приготовлении паштета нет. Берем 800 грамм куриной печени, она самая нежная, 250 грамм моркови, 350 грамм репчатого лука, 100 грамм сливочного масла, для обжарки растительного масла 5-6 столовых ложек, соль и перец. Их буду добавлять по своему вкусу. И пока мы не приступили, предлагаю всем своим зрителям, кто еще не успел подписаться на мой канал, сделать это сейчас. И чтобы не пропустить новые рецепты, жмите на колокольчик и разрешите вашим устройствам оповещать вас о новых роликах. Можно даже авансом поставить палец вверх. Начинаем. Для скептиков точных цифр в рецептах сразу уточню, что соотношение количества моркови и лука между собой и к весу печенки может варьировать, но в разумных пределах. Морковь натираю на крупной терке, так проще, хотя можно было и нарезать соломкой. Особого значения это не имеет, потому что, как вы догадываетесь, к концу все превратится в полный паштет. По этой же причине и лук режу не очень мелким кубиком. Для лучшего обжаривания измельчаю также и основной ингредиент. Теперь, если можно так назвать, средняя часть приготовления паштета. Ставлю на плиту две сковороды. Одна из них должна быть более вместительной. Понятно почему. Я в ней буду соединять все продукты, кроме масла. Двигаемся дальше. Пару ложек растительного масла добавляю в сковороду для овощей и примерно столько же в сковороду для печенки. Первым идет лук. Его надо пассеровать до прозрачности. В другую сковороду выкладываю измельченную печенку. В обоих случаях нагрев устанавливаю выше среднего. Затягивать процесс на этом этапе нет никакого смысла. Одновременно слежу за двумя сковородами. Через 5 минут обжаривания печени с одной стороны переворачиваю ее на другую. По изменившемуся цвету продукта можно судить о его готовности. Примерно после 10-12 минут обжаривания деревянной лопаткой или ложкой нужно разрезать пополам желательно один из самых крупных кусков и убедиться, что внутри печенка тоже прожарилась. То есть никакого розового цвета не должно оставаться. В это же время параллельно на другой сковороде соединяю с луком морковь и обжариваю их вместе еще 5-7 минут. В общем, к моменту готовности печенки у меня полностью готовы и овощи. Соединяю овощи с печенкой, сюда же добавляю соль и молотый перец. Хорошенько перемешиваю, уменьшаю под сковородой нагрев до ниже среднего, накрываю крышкой и даю потушиться 7-8 минут. После этого пробую на соль и на перец. И перекладываю в чашку, в которой буду остужать заготовку. И вот настал финальный этап. Остывшую смесь печени и овощей взбиваю при помощи погружного блендера. Есть еще два варианта. С таким же успехом эту процедуру можно проделать и в стакане блендера, а можно и вовсе пропустить через мясорубку с самой маленькой сеткой, разумеется. В любом случае мы должны получить на выходе консистенцию паштета. Это еще не все, хотя на этом этапе можно уже и завершить приготовление. Но для полноты процесса, в моем понимании, нужно добавить последний ингредиент. А сам паштет как-то особо оформить. Беру лист фольги размером 60 на 60 см, выкладываю на него весь паштет и разравниваю в виде прямоугольника, отступив от краев 5-7 см. Размягченное сливочное масло выкладываю поверх паштета, распределяя его по поверхности равномерно. И в завершении сворачиваю паштет в рулет. Торцы рулета закрываю фольгой по типу обертки карамельной конфеты. Теплому паштету надо дать еще немного остудиться, а заодно и сливочное масло в нем подтает и распределится более равномерно. Чтобы было удобно нарезать и выкладывать на хлеб, для намазывания отправляю рулет в морозильную камеру примерно на 2 часа, после чего его можно красиво подать к столу. Приятного всем аппетита! Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, не пропускайте новые рецепты, обязательно пишите комментарии и делитесь ссылкой на рецепт со своими друзьями в социальных сетях и мессенджерах. Пока!